Здравствуйте. Сегодня будут, на мой взгляд, очень интересные идеи. И давайте сразу, я не буду вас отвлекать, буду показывать их. И идеи есть, вот они несложные, да, даже можно сказать, я бы назвал идеи одного хода, хотя там не совсем правильно это выражение, вы поймете почему, но очень интересные, очень нестандартные. Сегодня вот я смотрел одну партию, здесь, кстати, ход был черных, но я посмотрел, что если белые очень интересно пошли, это такая вот первая простенькая позиция, интересно пошли, и что бы делали тогда черные. Итак, давайте смотреть. Итак, ход белых, не черных, ход белых. cb2. Видите, основная идея. Вот она мысль. Допустим, cb6. ba. Давайте посмотрим вот этот ход. Отдавать надо, больше ничего нету. cd и ba. На dct нападение и с ударом пяткой. Если dc5, то тут просто так. Кстати, можно, наверное, можно и так, наверное, можно и так. То есть, ну, выигрышей много, ладно. Тут не будем даже, не хочу смотреть эту позицию. Далее, на bc3, сюда. И здесь как бы вы пошли. АЖ и вот, АБ4. Ну, может, какой-нибудь вариант я не посмотрел, но, тем не менее, вот такая вот позиция, симпатичная. Далее. Эту позицию я сегодня нашел в тетради случайно. Причем почему-то очень все было интересно. Где-то я, видно, нашел ее и записывал даже где-то в отдельную тетрадь. Больше там ничего не было. Почему-то надо ее заполнять, эту тетрадь. Но вот позиция очень интересная. Ход белых. Редко встречающаяся, кстати. ЕФ. И пошли. Ну вот видите, позиция вроде бы то нехорошая должна быть у белых. Но удар. И вот такая вот идея была. Так, давайте сейчас буду искать, что там было дальше. Ну вот, симпатичная идея, тоже комбинационная. Партию играли наши девушки давно, достаточно. И вот идея она была, когда-то уже встречалась, и в книгах она есть. Был ход d8, c7. Далее de3. И вот неудачно пошли на d4, и здесь комбинация. Я паузу специально делаю, чтобы вы подумали. Либо, может, на паузу тоже нажали. FE5. HG. И так далее. Так, ну вот здесь интересный момент был. FE7. Ну, DE. Вот так. Неправильно я пошел. Не туда нажал. И вот здесь вот ход мне очень нравится. ED4. Так, может мне повернуть вот здесь доску, чтобы вы более так правильно усвоили все. На c3 именно бой. То есть идея какая? Нельзя cd2. Они стандартные, жертвы есть стандартные, но мне кажется все очень красиво вот это. А вот здесь на cb2 я сейчас грожу вот этим ударом на d4. И, наверное, вообще здесь надо пойти FE5. И вот компьютер-то пишет абсолютно равная позиция. Но я не знаю, если блиц, не так все просто. Потому что, видите, две линии не заняты. Белые не соединяются. И все очень нехорошо. Кстати, на этот ход интересно, выиграет эта комбинация или нет. Давайте посмотрим. Она должна выигрывать.
Ну да, выигрывается комбинация. Так, а что я хотел здесь? Ну вот надо ЦБ4, ЕД6, и позиция, считаю, что очень хорошая. Для партии очень хорошая. У черных надо делать белым как-то ничью. Ну, сделают ничью, так сделают. Нет, так нет. Но вот еще раз вам покажу вот эту идею. Вот жертва такая нестандартная. Хотя она применяется, но я считаю, не совсем она стандартная. Так, хочу найти то, что я хочу. А, вот позиция, да, тоже интересная достаточно. Давайте я поверну, наверное. Тоже она из партии. И вот давайте маленькую свою аналитику. Применю маленькую свою аналитику. Так, было в партии здесь B5. Сюда. Ну и впоследствии тут завершилась она в ничью, эта позиция. Играли, партия, точнее сказать. Вот играли, у меня сразу мысль возникла чуть-чуть подождать, белым подождать, но вы заметили, конечно, у черных лишняя шашка. То есть подождать, идея какая подождать? B5 никогда не будет, потому что лишний темп получается. Далее, на C7 получается ход HG3. И вот, смотрите, видите, совершенно сумасшедшая позиция. Не стоит ее показывать, наверное, детям. Но здесь не видно что-то у белых. То есть, вроде бы, перспективная достаточно позиция. Но вот если проводить GH4, то есть, идея такая. Вот здесь вот надо B5. И получается, хотя и ловим даму, видите, ловим эту дамку, но здесь все-таки позиция ничейная. Не видно, чего-то тут не видно. Тут тоже идея, к сожалению, тут тоже ничейная. Ну вот видите, вроде бы мысли есть. И вот почему я вот этот ход показал, вам сейчас объясню. То есть у меня вот это была ветка с идеями, с различными, допустим, вот HG7 здесь может как-то тоже какие-то мысли на HG7 были, но HG7 понятно, что DC7 будешь ходить, HG7 совсем не смотрится. А вот здесь вот, смотрите, HG3, именно HG3 и именно момент такой идет. Опять, вот B5, это даже может где-то для блица позиция, сюда. Вот такая вот идея. Потом на G7 уже есть какие-то комбинации. И я думаю, что они выиграны. Выиграны не какие-то, они выиграны, эти комбинации. Допустим, DE3, и все очень хорошо у белых. Так, опять DC7. Есть тут какие-то комбинации. Ну, вот я не знаю. Да, ну, скорее всего, вот эта идея. Нам надо эту идею проводить. И опять. Вот видите, можно как-то запутать. Если играть, то можно запутать. Потому что человеческий мозг все-таки всего не видит. Но вот здесь вот есть то как раз интересная достаточно идея. Я хотел как-то здесь FE5 вообще комбинацию провести. Но здесь ничего не проходит. Вот это DC7. Единственное, может HG7 где-то так дать, но там, наверное, шашек очень много будет отдаваться, да, но вот это вот не проходит идея, почему? Потому что бьем сюда, видите, дальше шашек много отдаваться может, но здесь спасает ход BC5, то есть нельзя ходить сюда из-за вот этой вот идеи. Но здесь на BC5 как раз-то вот эта мысль. И ничего нету. То есть сюда и DE7 просто отдать и потихонечку нападать на эту шашку.
Ну, вот такая вот мысль. Я думаю, позиция тоже вот была интересна, видите, множество таких моментов. То есть, если считаешь, если есть время, считаешь ДЦТ, то есть, с какими-то идеями выждать именно, потом выясняется, что на ДЦ7 это все не проходит, тогда смотришь ход АЖТ, ну вот, если не находится этот ход, то все очень печально у черных. Так, давайте еще. Так, эту мы позицию уже смотрели сегодня. Так, и вот еще две позиции интересных. Ой, был ход ЕФ2. Так, я давайте поверну, чтобы вам более понятно было. Был ход ЕФ2. И вот этот ход нехороший, совершенно нехороший, был в партии ход. Как бы вы пошли за черных здесь? Наверное, все уже, не все, но многие догадались. АЖ5. В партии, кстати, неправильно было. В партии здесь черные не выиграли. АЖ5. У меня, кстати, маленький будет секрет. Вот эта партия и следующая игралась одними и теми же партнерами, ну давайте соперниками назовем. Но они играли в одном и том же, то есть микроматч это был, и ходы, ну, где-то, вот для меня они идентичные были. Это неправильно, но для меня они идентичные, потом вы поймете, почему идентичные были. То есть основная идея, смотрите, сюда, и вот пробежался. Может, я когда-то уже чувствую, что, может, я когда-то эти позиции показывал. Но я думаю, будет это все интересно. На Б3 просто же H4 и непонятно что, совершенно непонятно что делать. То есть АБ, ну, наверное, ДЦ. И еще просто варианты какие-то. То есть, видите, HG5 супер ход. Второй момент. Вот такая вот, она известная позиция могла возникнуть. То есть, в принципе, если ход был бы BC5, здесь тоже ничего не получилось. Известная до этого, я уже не буду показывать, какая очень известная позиция. Она часто встречается в жеребьевках, женских жеребьевках. Вот здесь BA7. И вот какой бы вы ход сделали здесь за белых. 5, HG5, вот HG5. Основная какая идея? BC5, и тогда поменялся CB4. То есть, ну как ходить, не знаю, как тут ходить, и что тут делать. Сюда, то есть выгон вот этот момент. Так, на этот ход. Естественно, комбинация вот эта. Куда бы ни били, бьем на ЦТ. Далее. Так. Что я вам еще не показал здесь? И, наверное, не показал один момент. FE7. А вот на FE7 опять вот этот вот ход. Интересный такой. CB4. Этот не будем смотреть, но этот ход так выигрывается. А на этот ход просто так и CD6. Ну, вот такие вот симпатичные идеи, считаю, что сегодня были. Они, может, не сильно сложные, но я думаю, что они очень симпатичные. Итак, до новых встреч и ждите наших новых видео.